И всем привет, дорогие друзья, с вами Вет. И в этом видео я хотел бы закрыть свой маленький гештальтик, который появился у меня года 2 назад, в моем первом и в моем втором видео. И эти два видео были гайдами по, не особо известной игре под названием Infinity Gauntlet, то есть перчатка бесконечности в переводе на русский. В общем, к чему я веду? В этом видео вы увидите, как получить абсолютно все бейджи в этой игре. К слову, их всего 27. Да, кстати, кто сюда пришел чисто ради гайда, в описании есть все тайм-коды. Ладно, не будем томить, погнали. За такие невероятные усилия, как зайти в игру, вы получите бейдж You Played. И это реально сложно, ведь этот бейдж получили 35% игроков. Бейдж Space Stone, для его получения вам нужно получить камень пространства. Но для получения камня пространства вам нужно будет пройти паркур и залезть по летающим платформам. В принципе, все. Чтобы получить бейдж Time Stone, вам нужно получить камень времени в свой инвентарь. Вам нужно будет всего лишь забраться по башенке наверх и, в принципе, забрать его. Только помните то, что при приближении к камню времени, время немного отматывается назад, так что, да, вам придется немного пострадать. Для получения бейджа Power Stone вам нужно получить камень силы. А для получения камня силы вам нужно будет пройти паркурчик в полной темноте. А после чего сразиться с летающим кубиком. Тактика победы проста. Вам нужно будет уворачиваться от его лазеров и вставать на него, когда у него загорится лампочка сверху. После победы над этим кубом вам дадут камень силы. Для получения бейджа Mint Stone вам нужно получить в свой инвентарь камень разума. Для его получения вам нужно будет убить пятиглазого NPC. От остальных он отличается тем, что он, пятиглазый, и у него, ко всему прочему, есть иммунитет к таймстопу. И лучшей тактикой в этом случае остается активировать лазер и просто крутиться, как блендер. Для получения бейджа Soul Stone вам нужно получить камень души. И нет, для его получения вам не придется, как в оригинале, скидывать женщину со скалы. Он выпадает с шансом в 0,33% с NPC. Для получения бейджа Reality Stone вам нужно получить камень реальности. Чтобы получить камень реальности, вам нужно по платформам попрыгать, паркурчик пройти, дверки открываются, они закрываются, Но самый простой способ просто телепортироваться на камень реальности, да и все. Если вы, конечно, до этого получили камень пространства. Чтобы получить бейдж... Сама неотвратимость. Вам нужно получить все камни бесконечности. Для получения бейджа Stormbreaker вам нужно выплавить его в печи из 100 фрагментов. Вы, конечно, можете задать вопрос, какая нахрен печь и что за фрагменты, но я вам отвечу. Есть, такая структура, там нажимаешь на кнопочку, с себя списывают 100 киллов, после чего начинают появляться синие человечки. За убийство одного из них вам дают 1 фрагмент. А чтобы что-то начать выплавлять в этой печи, вам нужно нажать на кнопочку 2 раза. Эти бейджи получаются аналогичным способом. Для их получения вам нужно выплавить оружие в печи. Но только для каждого оружия понадобится свое количество фрагментов. Для Мьёльнира 350, для Гунгнира вам понадобится 750. Чтобы получить бейдж Секрет, вам нужно получить секретное оружие. И чтобы его получить, вам нужно выплавить его в печи. Для его выплавления вам нужно иметь 100 фрагментов и камень разума. Вот и весь секрет. Для получения бейджа Ascent Winters вам нужно получить Ascent Winters. Что это такое и как оно получается, давайте разберем. Для начала вам нужно будет пойти в зимнюю локацию. В зимнюю локацию. Это просто белый кирпич, висящий в небе. Наверху этого самого кирпича будут находиться 3 колонны. На этих колоннах будут изображены точечки, черточки. В общем, не обращаем на это внимания. Просто берем, заряжаем на Q перчаточку, а после чего спускаем на E какой-то кружочек прямо в эти колонны. На рандом как-нибудь отгадайте. Если вы выстрелили в правильную колонну, она загорится. Ваша задача это, чтобы все 3 колонны загорелись, и посередине откроется портал. После того, как вы зашли в портал, вы появитесь в этом самом белом кирпичке. После чего вам нужно будет зарядить свою перчаточку и выстрелить в колонну, находящуюся посередине этого самого кирпичика. После чего начинается своеобразный босс-файт. Над этой башней появляется хп-бар и будут появляться миньончики. За убийство миньончиков этот хп-бар будет уменьшаться. И когда хп-бар опустеет полностью, начнется вторая фаза битвы. И у этого босса появятся новые атаки, такие как лазер, а еще сверху с потолка могут падать сосульки. И после победы над боссом появится портал, в который вам нужно будет, зайти
И после того, как вы зашли в портал, вокруг вас будут кружиться камушки. Один из них будет светиться, вам нужно будет в него выстрелить и в принципе все. Да, я забыл вам рассказать кое-какую очень важную вещь. Даже если вы умрете на этом босс-файте, можете не переживать, хп у босса не восстанавливается. Так что просто приходим туда еще раз и добиваем его. Чтобы получить Beige Time Stick, вам нужно победить вот этих вот человечков. Я хз, кто это, я новый фильм не смотрел. Для того, чтобы их призвать, вам нужно прийти за кузню и найти вот такую вот штучку на полу. На Q заряжаем перчатку и на E просто спускаем кружочек в эту штуку на полу. И после чего они будут появляться волнами, и вам нужно будет их зачищать. После окончания этого всего вы получите Beige Time Stick. Для получения Beige Time Pad вам нужно получить Beige Time Stick и прийти к этим челам еще раз. Только в этот раз они будут более высокого уровня, а значит более живучими. Для получения Beige Universal Weapon вам нужно прийти в катакомбы. Так, давайте сначала разберемся, что такое катакомбы и как в них попасть. Чтобы попасть в катакомбы, вам нужно на краю карты найти данное сооружение и кликнуть по синему камушку. Но в катакомбы телепортируйтесь вы только если у вас будет этот бейдж. Ну а в катакомбах вам нужно будет убить особого NPC. Спавнится он достаточно редко, и заметить его будет очень легко. Он фиолетовый, а также его очень сложно убить. Ну и как и все боссы в этой игре, он имеет огромную слабость. Он не хилится, абсолютно. Так что вы можете умирать сколько вам влезет, и как-нибудь его убьете. Ну а вообще тактика по убийству проста. Вам нужно будет на Q зарядить Гром Секиру и на E как бы вот так вот дэшиться вниз. Урона наносит дофига, так что в принципе через какой-то определенный промежуток времени он умрет. Для получения бейджа The Enforcer вам нужно будет конкретно пострадать. Во-первых, вам нужно будет получить эти бейджи. Во-вторых, вам нужно будет выполнить нехреновую такую цепочку действий. Для начала вам нужно будет попасть на лунный остров, и там будут обитать NPC 2.0 с шансом в 0,5% из них выпадет лунный фрагмент. После того, как вы его выбьете, вам нужно будет прийти в катакомбы, с помощью Ascent Winter заморозить камушек и ударить по нему молоту. Он загорится, появится луч в небо, и через некоторое время на этом камне появится солнечный фрагмент, на который вам нужно будет кликнуть. И после данных манипуляций нам нужно будет прийти на лунный остров. Снова. Но только из-за наших действий он стал теперь солнечным. Временно. Где-то минут на 10. И наша задача на этом солнечном острове поубивать как можно больше NPC. Потому что тут такая же история, как и с лунным фрагментом. Нам нужно выбить шестеренки, которые выпадают с шансом в 1 к 200, или же 0,5%. И когда эти шестеренки вам все же выпадут, вам нужно будет с помощью Мьёльнира зарядить вот эти вот катушки Теслы. После чего вам нужно будет кликнуть, ну, примерно сюда и получить свой бейдж. Для получения бейджа Mechanical Gloves вам нужно сделать, ну, действие, которое я уже говорил ранее, то есть вам нужно будет прийти в катакомбы, с помощью Ascent Winter заморозить камушек и ударить по нему молоту. Он загорится, появится луч в небо, после чего вам нужно будет взобраться на храм Камня Силы и использовать там щелчок Таноса. И если после щелчка крыша загорелась, то вы сделали все правильно. И после проделанных вами манипуляций в храме появятся две плиты с нарисованными Мьёльниром, и пусть это будет ускоритель частиц. В общем, вам нужно будет, ну, использовать это оружие прямо в эту плиту. Если вам кажется, что, ну, не работает, то вам просто кажется. Если идут искры, значит все работает. Вам нужно будет просто несколько раз пострелять. Ну и после данных манипуляций откроется зеленый портальчик, и из него выскочит босс, которого вам нужно будет победить. Под щитом его бить нельзя, он неуязвимый. Пока он держит свой щит, мы держим свой, чтобы его атаки нас не пробивали. Ну и когда щит спадает, просто его бьем самым сильным оружием, что у нас есть. И за победу над ним вы получите этот бейдж. Для получения бейджа World 5, для начала вам нужно будет найти NPC с подарком на голове. Из него выпадает фрагмент льда. Таких вам нужно выбить 8 штук. После данного действия вам нужно будет прийти в центр карты и нажать на синюю сферу. И после чего вас телепортируют в другой плейс, где вам нужно будет пройти босс-файт. Вам нужно будет уклоняться от его атак какой-то определенный промежуток времени, пока не закричит сирена. После этого вам нужно будет выстрелить по нему ускорителем частиц. И этим действием вы выбьете ему глаз, который взлетит и будет по вам стрелять. Ваша задача выбить ему все 6 глаз. И когда вы это сделаете, у него откроется мозг. Вам нужно будет по нему, ну, пострелять несколько раз, и вы победите. И после победы над ним вам нужно будет пройти за его голову. Там будет дырка в потолке, как-нибудь в нее пролезете, заберете вот эту вот штуку, и вы получите бейдж. Для получения бейджа Sword of Surtur, для этого вам нужно будет прийти в катакомбы и активировать способность щелчок Юмира.
После этого действия вся лава остынет, и вам нужно будет подойти к левому проходу. По нажатию двух кнопок на перчатке Q и E открываем эту дверь, нащупываем там металлическую платформу, встаем на нее и ждем, пока лава снова загорится. Как только лава загорится, вам нужно будет подпрыгнуть, и платформа уедет вниз. После чего остужаем лаву и идем уже в правый проход. Там будет стоять пьедестал, по нему нужно будет прожать E, после этого вас накроют флешбеки с босс-файта. После этого откроется портал, и из него будут выходить оранжевые чебзики. Ваша задача это всех их перебить, а чтобы их перебить, вам нужно будет снять им щит. Снимается он довольно просто, с помощью ускорителя частиц, а потом просто убиваем их. Ну а после того, как вы их всех перебили, вам нужно будет найти особую дверку прямо под лунным островом. После того, как вы туда зайдете, появится дрон и начнет вас сканировать, не сопротивляйтесь. После данного сканирования вам нужно будет прийти обратно в катакомбы и посмотреть на стеночки. Там будут узоры, которые вам нужно будет расшифровать. Ну, точнее, как сказать, расшифровать. Я-то их уже расшифровал методом подбора, вот вам наглядная табличка. После этого возвращаемся на лунный остров, там на стенах будут располагаться числа, вам нужно будет зарядить перчатку и выстрелить по нужной. После этого вернуться в катакомбы, посмотреть, что там за узорчик, расшифровать его и выстрелить в нужную цифру снова. И когда загорятся абсолютно все цифры, начнет происходить какая-то магия, будут сверкать молнии, будет все гореть пламенем, и посередине появится корона Суртура. И после того, как эта корона появится, вам нужно будет прийти обратно в катакомбы, там найти алтарь, положить на алтарь корону и появится босс. Ну а теперь как его победить? Для начала вам нужно будет использовать щелчок Юмира, тогда заморозится абсолютно все, включая его. После этого ждем, пока откадешится перчатка, заряжаем ее и спускаем сгусток на Е прямо в него. А после чего повторяем процедуру до тех пор, пока он не умрет. Желательно ходить из стороны в сторону, чтобы он по вам не попадал. А также держаться от него в противоположном углу карты. Ведь во второй стадии, да, у него есть вторая стадия, он может добраться до вас из одного угла карты в другой за 3 секунды. Ну и после победы над ним вы получите свой бейдж. Чтобы получить бейдж Юмид Creator, нужно, чтобы вы и разработчик этой игры находились на одном сервере. И вообще это не такое уж и редкое событие. Ну, во-первых, потому что в бейдже так и написано, а во-вторых, он периодически заходит на рандомный сервер, примерно раз в 2 дня. Да, кстати, в комментариях можешь написать, когда в следующий раз на сервер будешь заходить. Мне очень нужен этот бейдж. Чтобы получить эти 3 бейджа, вам нужно прийти в катакомбы и подойти к стойкам. На этих стойках расположены кнопки. На кнопках написано то, что вы получите за определенную цену. За покупку каждого предмета на этих кнопках вы получаете бейдж. Для получения этих бейджей вам нужно сделать то, что вы уже делали, то есть вам нужно будет прийти в катакомбы, с помощью Ascent Winter заморозить камушек и ударить по нему молоту. Он загорится, появится луч в небо, после чего вам нужно будет забраться на храм камня силы и использовать там щелчок Таноса. И если после щелчка крыша загорелась, то вы сделали все правильно. После этого вам нужно будет встать посередине лунного острова и вызвать с помощью Мьёльнира огромную молнию. А после чего вам нужно будет активировать кузню и во время ее активации выстрелить ускорителем частиц прямо в ядро. После чего на вас сверху спрыгнет десант, который вам лучше всего остановить с помощью таймстопа, потому что они наносят огромнейший урон в ближнем бою. После того, как они абсолютно все спрыгнут, вам нужно будет их всех убить. Но только учитывайте одну вещь, если из этого десанта хоть кто-то упадет в пустоту, то вам придется начинать все с самого начала, желательно на другом сервере. И после того, как вы убили весь этот десант, вам нужно будет использовать таймстоп, и вы окажетесь в улучшенной кузне. Что ж, теперь разберем по отдельности, как получить каждый бейдж. Для получения этого бейджа нам нужно будет прокрутить все колеса до желтого, оставить в живых одного чебзика и переключить все колеса на фиолетовый. Положить Universal Weapon на пьедестал, а после чего подвести желтого чебзика в уголок, который слегка выделяется. После чего его захватит и начнет происходить магия. Залезаем на 3-е колечко и ждем, пока босс раздуплится и встанет ровно под нами. А после чего берем в руки Мьёльнир, заряжаем его на Q и спускаем огромную молнию на E, пока не убьем босса. После убийства вы получите свой бейдж. Для получения этого бейджа вам нужно будет прокрутить все колеса до синего. Положить Мьёльнир на пьедестал, после чего начнут спавниться человечки, на одежде которых будут располагаться символы, которые вам нужно будет ввести на столбах. И введение символов идет как при чтении книги, то есть слева направо, после чего переключаешься на следующую строку вниз.
И после того, как вы это введете, вы получите свой бейдж. Для получения этого бейджа вам нужно будет переключить все диски на желтые. Потом нужно будет решить головоломку на стене, которую я не знаю, как решать. После этого нужно будет положить ускоритель частиц на пьедестал. Появится босс, по которому нужно будет выстрелить из ускорителя частиц, чтобы снять с него щит. А дальнейшие действия вы уже знаете. Залезаем на первое кольцо и после чего тупо хреначим его с помощью Мьёльнира. И для получения последнего бейджа переключаем абсолютно все круги на красные. Дальше идет головоломка, которую я, не понял, как решать. Я просто спамил Е на эти цифры, и у меня все сработало. После этого ложим мечик на пьедестал, и начинается настоящая мясорубка, где нам нужно убить абсолютно всех NPC. И как только вы их перебьете, вы получите бейдж. Ну а теперь, как получить самый сложный бейдж в игре, который есть у 230 игроков. Для его получения вам нужно будет пройти 100 раундов в режиме Last Stance. Ну и особой тактики по его получению нету. Ведь это будет не сложно, а просто очень долго и душно. Ну и на этом моменте видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!